Добрый день, Михаил. Здрасте. Здрасте, Мария. Здрасте, слушатели. Ну что, мы дома, сегодня в новой вы все реальности. Да, вы все дома, я нахожусь в студии, а Михаил Лобковский у себя дома. Мария, у вас, видимо, студия, это дом родной. Нет, я иногда выхожу. Ну, сегодня, как обычно, последний вторник месяца, и я отвечаю на вопросы. Михаил, у нас первый звонок. Берем? Да. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Да, Юлия, и какой у вас вопрос? Сегодня Вот, я поняла, наконец-то, я на связи. Я очень рада вас приветствовать, рада, что дозвонилась. Свободная тема, да, как я понимаю? Абсолютно. Михаил, у меня такой вопрос. Я слушаю давно ваши лекции. Примерно подобные вопросы вам, думаю, задавали не раз, но у меня такая ситуация, как бы, я практически не слышала ни разу такого вопроса, что касается, мне кажется, я не одна такая, что касается отчимов. Нет? То есть у меня... Отчимов мы не говорили, это правда. Давайте. Да, то есть, мне кажется, у нас очень много в стране, у кого отчимов, в редких случаях у кого мачехи, но все-таки я понимаю, что надо понять и принять, что мать не могла иначе, но отчим у меня такой тяжелый человек, по крайней мере, для меня, но, видимо, для матери нет. То есть безумно очень много неприятных каких-то моментов с детства, какой-то негатив, какое-то ужасное послевкусие. Я живу очень давно одна, естественно, не в своем городе, где живут родители, но все равно общаться с мамой я как бы хочу, общаюсь меньше, но, тем не менее, какие-то диалоги, монологи, понять этого я не могу, если честно. Принять тоже, то есть она становилась как бы на защиту его, как бы меня там в некоторых случаях даже оставалась, дурочка такой, типа, это ты виновата, у тебя характер сложный. А вы можете, Юленька, какую-нибудь ситуацию конкретно описать? Их миллионы до сих пор. Одну. Вот смотрите, вчера я пошла с мамой в магазин, я была на выходных у родителей, мы пришли с магазина, у меня разошлась молния на пуховике. Я думаю, что мне делать? Естественно, я хочу, я сама ее не почему. Я прихожу, говорю, дядя Саш, почини мне молнию. Он просто, и я что-то там, эту собачку отцепила, как-то так неловко, что-то я там сделала. Он, заорал на меня так, что я просто даже, я искренне не понимаю, чего так орать. Таких случаев миллион. Просто он такой, что это? Просто орет. Человек просто психопат, невротик. Так. Что, мама молчит, мама, естественно, смолчала. Я ему говорю, все, спасибо, уже не надо. Он такой выхватывает куртку. В таком общение у нас то есть 10 лет. Я понял, Юлия. Спасибо. Вопрос. Как это все-таки, этот негатив, связанный с отчимом, как понять, принять мать, и этот негатив, может быть, или вы знаете, в чем вопрос? Может быть, мне проговорить это с мамой? То есть так и сказать, что я отдаляюсь от тебя, потому что у меня обиды с детства, я тебя не понимаю. Вы можете сказать, но я вам предлагаю другой сценарий. Ага. Мама, я тебя люблю, и с удовольствием буду с тобой общаться без отчима. Хочешь — общайся, не хочешь — не общайся. А вы выдержите, если мама не захочет? Да. Все. Считать, проблемы решили. В принципе, да. И негатив это тоже, да, как-то... А я вас тоже не понимаю, зачем, если вам сколько сейчас лет? 27. 27 лет. Сколько лет вы же не живете с отчимом? 18. То есть 9 лет. Да, даже 10, наверное. Зачем вы просите его куртку починить? Нарываетесь? Хороший вопрос, в принципе, да. То есть полностью нейтрализовать это все, да. Абсолютно. Мама, ты моя мать, я твоя дочь. У нас свои отношения. У тебя с твоим мужем другие отношения, меня они не касаются. Я с ним общаться не хочу. Хочешь — общайся без него. Не хочешь — не общайся. Я поняла, да, это, конечно, самое лучшее будет. Спасибо большое. Постарайтесь, когда у вас сломается молния на куртке, не бежать к отчиму. Михаил, вот такой вопрос от Оксаны из Твери. А можно я свой вопрос задам? Да, давайте, конечно. Я когда говорю, я сам у себя в ушах эхо.
Так, сейчас попробуем с этим разобраться. У нас есть в студии инженер Саша. Саша, пожалуйста, уберите эхо от Михаила Лобковского. Саша, привет. Да, Саша, привет. У нас новая реальность, конечно, совершенно. Добрый вечер, добрый день. Алло, здравствуйте, меня слышите? Отлично. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Матвей, у меня такой вопрос, мне 18 лет, в жизни, в общем-то, все хорошо, отношения с девушкой легкие, приятные, собираюсь поступать в университет, там саморазвиваюсь, но не достает одного пазла, а именно гармонии в отношениях с родителями, потому что постоянные конфликты на почве таких вещей, как девушка, которая старше меня, потому что мы с ней вместе уже полгода, нездоровая экономия моих родителей. То есть свет, например, везде выключен все время в квартире. Если я включаю, забываю там выключить, то сразу конфликт. Поговорить, когда о моей жизни не особо выходит, все уходит в то, что меня утыкает моими же ошибками. И как-то раз, когда откровенно сила сказала, что мне не нравится вообще, и что связи не чувствую между нами, то мне сказали, что они не считают, что они в чем-то не правы, как бы, что их вины тут нет, и я себя слишком жалею, мне надо начать с себя. Вот. Даже ходил к психологу в какой-то момент, обсуждал этот вопрос, она помогла со многим, и потом меня опять же ответили, что ну что, со своим психологом поработал, вот. И я, соответственно, хотел спросить, как улучшить отношения с родителями и прийти к гармонии. Максим, вы учитесь, работаете? Матвей. Как? Матвей. Ой, Матвей, прошу прощения. Ничего не Скажите, пожалуйста, а вы в школе, в институте, где вы? Я закончил школу в прошлом году, но в прошлом году не поступил, потому что направление выбрал, как бы не самое лучшее. Да, скажу вам одну очень простую вещь. Правильный ответ никак, если вы живете вместе. Притом самые прекрасные родители, если у вас до сих пор были шикарные отношения, как только будучи взрослым, а вы уже совершеннолетний, продолжаете жить вместе, это бомба замедленного действия. То есть вы своим присутствием взрослым, как бы, получается, два поколения живут в одном доме, и вы уже не ребенок. Вывод простой и тупой. Взяли деньги, сняли квартиру, и у вас тут же наложились отношения. Я начиная с лета собирался, но просто как бы думал, что я понимаю, что это решение прям идеальное. Вы теряете время, вы ходите к психологам, вы пытаетесь достучаться, это пустая трата времени. Не надо жить будучи взрослым, родители вместе. Они живут так, как они считают нужным. У вас другая точка зрения на жизнь, это ваше право. Знаете, как в американских фильмах они говорят, пока ты живешь в моем доме, ты будешь жить по моим правилам. Много этих клише в американских фильмах. И вот в России то же самое, как видите. Спасибо большое, Матвей. Михаил, я задам вот какой вопрос, он уже в разных вариациях повторяется от многих слушателей. Ася из Москвы. Ужасно демотивирует то, что нет крайнего срока по карантину и самоизоляции. Вообще непонятно, когда это закончится. Как не унывать в такой ситуации? Как себя поддерживать? Во-первых, хочу сказать, что неопределенность – мать всех страхов. И в данном случае карантина тоже. Как себя поддерживать? Надо придумать себе накануне полностью, что вы будете делать завтра. Вы делаете неопределенность определенностью. То есть вы знаете, вы встаете в 10:30, до 11 вы завтракаете там, моетесь. Хотел сказать погулять с собачкой, но не у всех есть собачка. Одолжите у соседей собачку погулять. Дальше вы там обедаете, спите, делаете зарядку, смотрите кино. Вот когда будет такая четкость, отступит ощущение неопределенности. Сделайте так, чтобы у вас не было свободного времени. Вы будете просить, что можно, говорит, еще на недельку карантин продлить, а то я не все успеваю. У меня все. 730-101. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам очень рада вас слышать. И очень неожиданно, что дозвонилась так быстро. Меня зовут Елена. Мне 33 года, я в разводе, у меня 2 детей, и сейчас есть отношения с молодым человеком, естественно, и он тоже мой ровесник, но он никогда не был в браке, детей у него нет. И с моими детьми от предыдущего брака он не знакомится и не планирует, говоря это тем, что
просто у него какой-то страх мне неведомый, и он боится, что мои дети его не примут, и наши отношения закончатся. И у меня такой вопрос, что ждать как бы от этих отношений. Отношения в целом положительные, я счастлива с этим человеком, он мне помогает и материально, мы ездили на отдых вдвоем, как бы это все он оплачивает, он постоянно помогает мне, потому что после развода как бы я съехала на съемное жилье, он это все оплачивает, он покупает детям игрушки, но контакты с ними он не хочет. И такой вопрос, это временно или что это? Я просто, мне как бы это сложно. Ну, это временно, это ваши отношения временно в таком случае. А если вы хотите решить этот вопрос, вы поговорите с ним следующим образом. Что будете вы вместе или нет, не зависит от того, что будет, когда он познакомится с детьми. Потому что если с ними не знакомиться, вы тоже долго не протянете. Поэтому, как будет, так будет. Ты познакомься, если дети не примут, тогда будем разговаривать. Но пока ты с ними не знакомишься, у меня вообще нет ощущения, что у нас с тобой отношения. Мы встречаемся, занимаемся сексом, ты платишь деньги. Это все, что у нас есть. А если как бы я хочу... Вы хотите нормальной жизни, да, полноценной? Конечно, конечно. Ну вот, поэтому, давай попробуем, но нет так нет. Но честно вам могу сказать, мне, конечно, трудно противостоять вашей фразе «я счастлива, он оплачивает мое жилье». Но нет, это я не шучу. считаю, конечно, что он оплачивает мое жилье, поэтому я счастлива. Нет, это не из этого вытекает. Лена, мне просто никто не оплачивал жилья, и не знаю, что такое в этом смысле быть счастливым. Может, кто-нибудь найдется, кто захочет оплатить. Я тогда почувствую то, что чувствуете вы. Но сейчас скажу вот что. Я всегда говорю о том, что в отношениях должно быть две составляющие. В них должно быть А, легко, и Б, приятно. Если этого не происходит, они никому не нужны. Это вам на размышление. Спасибо большое. 730-101, телефон прямого эфира. Михаил, вопрос из WhatsApp. Нахожусь в отношениях с мужчиной уже 1,5 года. Свои проблемы он решать не хочет, постоянно уходит в себя на неделе, потом говорит, что чувствует себя виноватым, что он всех подводит, он ничего не хочет и не знает, что делать. Все разговоры, такое ощущение, проходят мимо. Человек не меняется и продолжает делать мне больно. Как быть в такой ситуации? Во-первых, так сказать, как они похожи с Лениным. Да, Мария? С Лениным, простите, я просто не услышала. С кем? Не с Владимиром Лениным, а с Лениным бойфрендом. С Лениным бойфрендом. Все, поняла. Да, есть параллели. Вот. А второе хочу сказать. Это очень интересный вопрос. Потому что, как зовут автора вопроса? Не подписался автор. И правильно сделал. Потому что это очень жесткая мазохистка, которая любит, когда больно. И говорит: Михаил, что бы еще такого сделать, чтобы испытать эту боль? У меня вопрос. Если тебе так фигово с ним, что ты с ним лезешь вообще? Почему он? Что с ним не так? Это что, последний мужик на земле, что ли? Я надеюсь, она меня слышит. 730-101. Я поняла. Михаил, добрый вечер. Еще один телефонный звонок. Здрасте. Алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Тогда следующая линия, да. После моего ответа человек передумал звонить. Так, здрасте. Алло. Вот, есть еще. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Анна, мне 34 года, и я нахожусь в отношениях с мужчиной более 10 лет. Он старше меня на 14 лет. Для меня всегда это была проблема, то, что он меня старше, но как бы все остальные факторы сходились, и поэтому мы до сих пор... в чем проблема, Анечка? Да, сейчас объясню. Я как пожилой мужчина интересуюсь, в чем проблема вашей разницы в возрасте? Для меня всегда как-то сверстники были более интересны, и так получилось, что все-таки появился в моей жизни мужчина больше старше на 14 лет. А что с ним не так? Он то в собесу на кладбище ходит, то в поликлинике сидит часами в очереди? В чем проблема-то?
У меня сейчас другой вопрос в целом. Это было больше описание ситуации. Ситуация сейчас складывается так, что мы вот уже и дом начали вместе строить, и в какой-то момент я понял, стала не уверена в наших отношениях. Ко всему прочему, у меня как бы появился парень, как бы у нас как бы ничего нет, мы просто общаемся вместе, но я понимаю, что у меня к нему развивается влюбленность. Вот. И поэтому у меня вопрос такой. Это вообще как бы нормальное состояние, когда после стольких годов в совместной жизни человек, как бы, я не знаю, то ли чувства они более притухают, то ли на самом деле у нас началась просто разница в возрасте, и у меня еще все идет наверх, а у него больше как бы более другой взгляд на жизнь. Вот я что хотела узнать. Вячеслава Малежика, у тебя глаза на восход, у меня глаза на закат, вот это вот? Ну Аня, да, может быть, да. Смотрите, тут история такая. Почему так происходит? Потому что вам с самого начала не нравилась разница в возрасте, а когда человек имеет отношения, в которых ему что-то не нравится, то он или привыкает к ним, или не привыкает. И даже когда он с ним привыкает, появляется кто-то другой, он тут же отвыкает. Поэтому, друзья мои, многие считают меня идеалистом, но я за любовь без брака. В смысле, без недостатков. Я люблю и принимаю его таким, какой он есть. Его 94 года, он мне как ровесник, или не надо его трогать руками. Аня? Хорошо, большое вам спасибо. А сколько лет парню-то? Ну, если мне 35, то ему получается 49. Вообще стартер, я не знаю, как вы с ним. 49. А я-то куда свои 58? Давайте дальше. Так, дальше у нас будет Эльвира из города Канны. Есть такой город, Михаил, во Франции. Эльвира пишет: здравствуйте. У меня сын в школе, когда у него одноклассники просят что-то, ну, например, ручку, карандаш, речь идет о Каннах именно, он не дает просто так, а просит немного денег за эту аренду. Нормально ли? Очень по-французски. Они жадные достаточно. Подождите, Михаил. Жадные люди. Ну, подождите, здесь есть продолжение ситуации. Так вот, Эльвира говорит: дорогой сын, это не очень хорошо наживаться на друзьях. Как можно ему объяснить, сыну уже 14 лет? Он просит по 1-2 евро, или потом, если не дают деньгами, может брать у них десертом. Между прочим, я ему даю карманные деньги каждую неделю. Большое спасибо. Но, к сожалению, ребенок попал во Францию, и я думаю, что во Франции это принято. Я думаю, что он это где-то... Я не хочу зря наговаривать на французов, но подозреваю, что он где-то видел. Он не сам это придумал. А я предлагаю... Маму как зовут? Эльвира. Предлагаю Эльвире показать ребенку великий фильм «Республика Шкит», где это очень подробно описано. Когда он говорит: дай мне хлеба кусок. Он говорит: хорошо, ты мне будешь за ужином, я тебе дам половину куска, а ты не целый отдашь. И через 3 дня у нее такая гора еды под столом. Вот. Может быть, ребенок после этого фильма изменит отношение к этой истории, но я думаю... Я помню, еще Агния Барто рассказывала историю, что одна девочка в Америке столкнулась с тем, что когда она попросила то ли на скейтборде, тогда еще не было скейтбордов, может быть, на роликах покататься, и ей попросили деньги за амортизацию. И Агния Барто это как-то комментировала. Так что это на Западе достаточно такая история известная. Михаил, еще в первой половине программы, наверное, последний вопрос перед новостями. Вопрос такой, спрашивает Владимир: как успокоить дочь? Она сейчас лежит в инфекционной больнице с 2-годовалым внуком по подозрению на коронавирус. Лежит уже 5 дней, результатов анализа нет, и потихоньку у нее начинает съезжать крыша и желание вообще убежать. Как ее успокоить? В боксе нет никого, общаться не с кем, и ей очень тяжело. Во-первых, объяснить, что попытка убежать на сегодняшний день это 7 лет тюрьмы. И, во-вторых, сказать, что если они живы и здоровы, значит, все в порядке, независимо от наличия или отсутствия анализов. Есть же объективные состояния, да? Они же себя нормально чувствуют. Поэтому она ждет как приговора. Но это не онкология. Если у человека есть
заболевание, коронавирус или там пневмония, он чувствует себя фигово. Ведь температура там, легкие, горло и так далее. А она себя чувствует нормально, поэтому надо расслабиться. И после карантина ее и так выпустят. У государства нет столько денег, чтобы всех просто так держать. Поэтому пусть она не волнуется. Как только это не подтвердится, она пойдет домой. Добрый вечер, алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Михаил. Меня зовут Евгения. Я на данный момент проживаю в городе Москве. У меня такой вопрос. Я хотела бы вас еще поблагодарить за книгу и за ваши лекции. Они очень-очень сильно помогают. Я думаю, что вообще каждый человек может найти для себя там частичку обязательно. Вот. И Спасибо. хотела бы свою ситуацию вкратце вам рассказать. Меня мама растила одна. Отца как такового не было, и все отношения с молодыми людьми складывались, когда был у нее период, когда с нами жил отчим. Дальше мы с ней какой-то период прожили вдвоем, и у нас были в этот момент очень такие теплые, хорошие, дружеские отношения. Но потом я приняла решение о переезде, так как подумала, что мне нужно учиться дальше, и вообще дальше как бы шагать по жизни самостоятельно. Вот. И с этого момента у нас отношения, собственно, с ней испортились. Испортились они и с момента переезда, и с момента, когда я со своим будущим мужем познакомилась, как бы вышла замуж. И я сейчас, честно говоря, в тупике. Я не знаю, как наладить эти отношения, потому что все мои разговоры — это вот, об стену. Причина ухудшения то, что вы съехали от мамы? То, что съехала, то, что переехала, оставила, бросила, не забрала с собой, и все вот в это вот упирается. А маме сколько лет вообще? Маме 50. А уехали вы ей сколько было? 45. 5 лет И назад. она уже считает себя, в общем, старухой, которая бросила дочь, да? Ну, 45 лет. что там, знаете, там такие сложные у нее отношения очень с ее родителями, очень все так запутано, и я считаю, что ей вообще нужно бы разобраться по-хорошему с психологом, с своими обидами на своих родителей, потому что у них там... Хорошо. А в чем ваш вопрос? Мой вопрос, как наладить с ней коммуникацию, потому что я пробовала разными путями, и по-хорошему, и со скандалами, обрывать общение, и там скидывала лекции, которые там нужно прочитать, да, чтобы выстроить отношения уже как бы взрослых людей, да, но у нее отношение ко мне как к маленькому ребенку, которого надо опекать, и постоянно, то есть я должна быть рядом, но я уже как бы 5 лет живу одна и самостоятельно все себе как бы обеспечиваю, и ей помогаю по возможности, но при этом... Слушайте, ну вот такая, да, я понимаю ситуацию, здесь ответ вот какой, что вы можете налаживать отношения, во-первых, не все время, а все-таки один раз пытаться. И только на ваших условиях, что мама считается, что вы взрослые. Сколько вам лет? 30. 30 лет, что вы не девочка. У вас есть своя жизнь. И если мама готова это принять, взрослую дочь, и считаться с тем, что она взрослая, и, кстати, из вас двоих больше ребенок мамы, которая обижается, что, будучи взрослой 45-летней женщиной, она как будто и 90-летняя старуха, говорит: ты меня бросила. В каком смысле бросила? Маме еще пахать и пахать. Спасибо, стране увеличили пенсионный возраст. Поэтому, мама, ну как бы или ты со мной на равных как бы общаешься, или мне с тобой сложно будет. И один раз, и на этом положить трубку и ждать, когда мама, повзрослеет, наверное. Вот мое мнение такое. Я пробовала так, но, к сожалению, она вроде старается, но потом по-хорошему возвращается общение, но опять все на круги своя выходит все равно. А что это значит? Еще знаете, какой вопрос? Может быть, решение... Подождите, а я не понял, что это значит? На круги своя, что это значит? Мы пообщались, я объяснила свою позицию, да, как я считаю, так, что нужно со мной считаться, да, и общаться в нормальном тоне и так далее. Но в следующий раз, допустим, пару разговоров нормально проходит, на следующий раз у нас... например, какой скандал? Например, что говорит мама, что вы рассказываете? В основном предметом скандалов, наверное, муж сейчас является вот как конкретно. Нет, вы мне прямой речью можете это рассказать? Там мама говорит то-то, то-то, я то-то, то-то. Конкретно, не теоретически, мама, а вот как говорит, разговор. Это не тот человек для моей жизни, которого я выбрала, и можно было бы получше, а я ей отвечаю, да, что это мой выбор, и как бы я уже
с этим человеком давно, и как бы ей нужно Вот. смириться. Потому что вы, с одной стороны, благодарите меня за книгу, а с другой стороны, вы ее не уверены, что вообще читали. Это Я не тот ее не человек, который прочитала. тебе нужен, не является вопросом, правда? Вы на линии, можно говорить, алло. Алло, да-да-да. Еще раз медленно. Это не Да, тот да. человек, который тебе нужен, это не вопрос. Вы на него не должны отвечать в принципе. И скандала не будет. Мама провоцирует вас, потому что ей хочется контролировать как матери, а вы на это поддаетесь. Если бы вы маму не ответили ничего, дальше что было бы? Там муж не тот человек, который тебе нужен. Ты могла выбрать получше. Вы молчите, согласно 4 правилу. Дальше что происходит? Алло. Короче, Ладно. Реакции со стороны моей не должно быть ни бурной никакой. То есть я не должна вестись на вот эти вот провокации, как я понимаю. вы еще раз прочитайте книжку, там это все описано. Но мама, она рано или поздно придет к тому, что бесполезно дергать дочь, потому что это ничего не дает. Вот. Но это как бы вопрос такой дрессировки в каком-то смысле. Я вам желаю успехов. Поехали дальше. Елена из Харькова спрашивает, как вести себя, оказавшись рядом с людьми, которые в панике, и как помочь людям, которые прямо сейчас косвенно или прямо паникуют? Как это в кино? Спокойно, товарищи, без паники. Без паники, да, Михаил? Держите себя в руках, но ситуация такая, что хочется распустить руки. Как вести себя? Во-первых, как зовут девушку из Харькова? Елена. Да, Елена не может оказаться в ситуации, где много людей в панике, потому что в Украине, как и в России, люди собираться вместе не могут. Поэтому такой ситуации я себе вообще представить не могу. Если люди находятся на расстоянии от 1,5 до 3 метров друг от друга, это такая странная толпа, где все очень стоят разреженно, и при этом все в панике. Я не очень понимаю, что Лена имеет в виду. Уточните, пожалуйста, Елена, +7 903. Где она нашла такое скопление людей в панике? Это невозможно. Кино нет, театра нет, музей выставки не работает. Лекции мои вот только теперь в вебинаре через интернет. Где можно найти такое скопление людей в панике, я не очень понимаю. В интернете, я вам могу сказать, Михаил. В интернете закрыть крышечку от компьютера и пойти чайку попить. Сразу паника закончится. Тем временем Тимур, 23 года, описывает следующую ситуацию. У меня такая проблема, Михаил, что я ставлю интересы других выше, чем свои. Например, недавно поссорился с одним человеком и после ссоры начал думать о том, что, может, не надо было говорить, чтобы он на меня не обиделся и не думал, может, чего плохого. В принципе, так происходит всегда в самых разных сферах. Собственно, вопрос, как настроить свою психологию, как пишет Тимур, так, чтобы мои интересы и желания были самыми ценными. Для этого надо избавиться от тревожности, от низкой самооценки и от чувства вины. Это все 3 вещи между собой, кстати, взаимосвязаны. Что получается? Тимур что-то... Тимур, да? Да-да-да. Тимур что-то говорит или делает, получает негативную реакцию и пытается сразу разрулить в обратную сторону. Может быть, не надо было, может быть, не стоило и так дальше. Когда он это делал, он же знал, почему он это делает. Как бы надо ему начать уважать свои решения. То, что касается негативной реакции, ее можно предположить, когда ты что-то негативное выдаешь. Как бы, будучи уверенным, надо, Тимуру, начинать быть, учиться, может быть, становиться уверенным в своих проявлениях, в своих решениях. И никогда не переигрывать их. Тогда у него все наладится. Спасибо, Михаил. 730-101. Добрый вечер. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 38... Алло, вы меня слышите? Да-да-да, слушаем. Вот, я звоню из города Салихард, Ямало-Ненецкого округа. Первый вопрос, когда Михаил к нам приедет. Вот. Не скоро. А второй... Дальше. Что? Помните, как фильм говорит, лучше вы к нам. Ну, как ситуация Не прояснится, да. А второй вопрос какой у вас? А второй вопрос вот такой у меня. У меня доченька пошла в 1 класс. Вот.
никак вот не хочет учиться совсем. Не нравится ей, не хочет, с криками ходит в школу. А что она, на что она жалуется? На учителя. Ну, в общем... Конкретно, что с учителем не так? Учитель кричит у нее. Неадекватно реагирует. Вот. На ребенка есть причина, правильно? На ее, когда она учится и писать, и она еще и левша, это все усугубляется. Да, ни в коем случае нельзя переучивать левшу. Ну да, это я знаю, что нельзя. Так. Вопрос в чем? У нас город небольшой. Я знаю, что вы скажете, что нужно искать другую школу. Или другой класс. У вас параллель есть? Что? Есть ли у вас параллельный класс в школе? Есть. Есть параллели, но она тоже туда не хочет идти, потому что говорит, что там злые учителя, они все кричат, ругаются. А которые у нее что, добрые? Вот это злая, да. А то, что параллельно, она тоже ругается и кричит. И как замкнутый круг какой-то. Значит, сюда в школу надо менять. Или переводить на домашнюю. Вы правильно читаете мои мысли. А вот дальше. Ольга из Москвы, 29 лет, спрашивает, как не развестись во время самоизоляции? Ситуация такая. Ребенок 1,5 года, он не может оставаться один в комнате и всегда бежит за мамой или папой. Также боится детей своего возраста, более старших, кстати, не боится. Ребенка никто не пугал, ничего плохого не было. Как это исправить? Или это особенности возраста? И как вообще не развестись во время самоизоляции? Я не понял, проблема с ребенком, а виноват муж, что ли? Да вот непонятно, 2 вопроса сразу. Значит, смотрите, как не развестись? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что у людей, ну, скажем так, со средним темпераментом, да, и не флегмой, и не истериком, ну, средний темперамент, у них примерно раз в 3 месяца возникает ситуация, когда у них психически есть потребность побыть одному. Понимаете, Мария, да? Прекрасно понимаю. Как никто. Вот. И люди этого не понимают, в отличие от Марии, и думают, что кто-то начинает их раздражать. Они начинают докапываться, что ты плохо помыл посуду. Вот любимая тема. Какая главная причина развода? А главная причина развода... Ты меня не понимаешь. Нет. Тапки в коридоре стоят не параллельно друг другу. Ну, правильно, ты не понимаешь, что надо ставить их это параллельно. Да. Поэтому, вот как это у мальчика бедного, да, 18-летнего, родители гасят свет, он включает. Он говорит, да писай в темноте, ты не промахнешься. Ну вот, короче говоря, люди так устроены, это как бы не говорит о том, что вы там не любите друг друга или у вас кризис в отношениях. Психика так устроена, что раз в 3 месяца она испытывает потребность в отдыхе. Отдыха не происходит, потому что вы в 4 стенах, особенно сейчас. И это усугубляет ситуацию. Первое. Возьмите собаку, свою или чужую, пойдите погуляйте с собакой. Вдруг у вас кончились продукты, сходите за продуктами. Уйдите в другую комнату. Займитесь чем-нибудь своим. Постарайтесь какое-то время там не общаться. Особенно, так сказать, интенсивно, так по делу. И вас отпустят. Эта ситуация, она временная. Там 1-2 дня, и люди потом скучать друг без друга начинают. Но пережить эту ситуацию... желание дистанцироваться, а ты находишься вместе в 4 стенах, это тяжело. Поэтому вам надо как-то еще как бы дважды самоизолироваться. Сначала от людей, а потом от близких, как бы в доме. Вот, поехали дальше. Добрый вечер. Добрый вечер. Мария Михайловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, к сожалению, Михаил, не попала вместе с многими другими на вашу лекцию 26 числа. Одна из тем, которая должна была быть я сам это... не попал, представляете? Да, это трагично. Одна из тем, которая должна была быть затронута, это жалость к себе. Я вот сейчас воспитываю маленького ребенка и над собой тоже работаю в этой сфере. Скажите, пожалуйста, откуда же растут ноги у этой проблемы? В чем, собственно, ее корень, чтобы на частные случаи не распыляться? Просто, это же в детстве должна лежать эта Вы какой проблемой имеете? Жалость человека к самому себе, да? Да. Смотрите. Здесь, во-первых, огромную роль играет инфантилизм. Такая детская психология. Во-вторых, низкая самооценка.
Что это дает в результате? Что я маленький, я ни за что не отвечаю. Есть какие-то взрослые дяди и тети, меня все обижают, ко мне несправедливо относятся. Мне себя жалко. К сожалению, это очень пагубная привычка. Многие психологи еще в 20 веке, в конце 19-го, считали, что это такая очень выгодная позиция. Что человеку выгодно себя жалеть, как бы он вызывает к себе жалость, может, кто денег даст, может, кто по жизни поможет, так сказать, обогреют, подберут и так далее. К сожалению, эта позиция совершенно... Что? Это в результате того, что в детстве, например, не дожалели или пережалели. Вот откуда это берется? Во-первых, родители сами имеют характер свой собственный, который они благополучно передают детям. Родители, которые я бедная и несчастная, ну, есть же такие мамы, правда? Угу. Да, есть. Вот как мне тяжело, как я страдаю, как мне плохо, никто меня не понимает, никто не пожалеет, я все одна тебя тяну, сил моих больше нет и так далее. Это может передаться ребенку. Плюс гиперопека, когда ребенка ему вообще не дают никак самостоятельности никакой, то есть вообще решения не принимает. За него решают родители, и когда он становится взрослым, то жалость возникает из-за неспособности по-взрослому принимать решения. Понимаете, вот такие вот вещи. Да, то есть, получается, нужен баланс между не особо сильно жалеть и как бы и когда надо пожалеть, когда не надо. Так, давайте очень конкретная ситуация. Жалеть за что вы должны своего ребенка? Ну, например. Ну, например, он упал, и ему больно, и как бы хочется его пожалеть, его не так, давайте чтобы... с этого момента. Вот, давайте начнем с этого момента. Он упал. Если он начинает плакать, вы его тут же начинаете жалеть. Если он сам покряхтел, 2 слезы упало, он встал и пошел, не вздумайте его жалеть, только хуже сделаете. Сначала выяснить серьезность, да, проблемы, а потом уже, если он не может справиться с этим самостоятельно, тогда помогать. Конечно. Бывает, что ребенок сам не заметил, что он упал, и даже себе в кровь содрал ноги. Но мать бросается просто как коршун, и ребенок начинает пугаться. Ему это падение гораздо страшнее, чем на самом деле было бы, если бы мама свои силы не прилагала. Если ребенка обидели, вы его всегда пожалеете, а потом начинаете спрашивать, типа, что случилось, а что ты там, а что и так далее. Многие родители сразу начинают типа, что мой бедненький, мой несчастненький, кто тебя обидел? Ну, вот такой вырастает бедненький, несчастненький. Михаил, 20 секунд у нас до конца. Друзья мои, не будем себя жалеть, потому что карантин и коронавирус закончится. Рано или поздно. Думаю, что рано. До следующей недели, до вторника прощаемся. С 17 до 18. Михаил Лобковский. Пока.